Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим самое компактное и легкое цифровое пианино с полнозвешенной клавиатурой Casio CDP S150. На данный момент существует CDP S100 и S150, и может показаться, что это абсолютные близнецы, но это не так. Во-первых, обратите внимание на заднюю панель, и вы обнаружите разъем педаль Unit. О чем это говорит? А говорит это о том, что помимо стандартной педали Sustain, вы также можете подключить блок из 3 педалей SP34. Также вы можете приобрести стационарную стойку и использовать блок педали SP34, и у вас получится вполне домашний интерьерный инструмент. Но помимо этого, данное цифровое пианино может питаться от батареек. Поэтому отсоединяйте от стационарного блока, кладете в чехол и можете направляться на реп-базу, концерт или вообще играть прямо на улице, потому что у него есть своя акустическая система, которая довольно-таки мощная. Во-вторых, это расширенные функции этого инструмента. Например, функция Scale, которая дает вам возможность использовать 17 различных видов темперации. Также функция дуэт, которая позволяет накладывать инструменты один на другой, к примеру, пианино и скрипки, либо разделять клавиатуру на 2 зоны, что тоже очень удобно. Функция записи, которая позволяет записать произведение, прослушивать его и переносить аудио через USB, либо через выход аудио-out. Получается очень универсальный и качественный инструмент. Давайте послушаем, как он звучит. 3 варианта звучания Grand Piano. И первое — стандарт. Следующее пианино — Mellow. Функция дуэт в этом инструменте может использоваться по-разному. Самое первое распространенное — это накладывать один звук на другой. Вот у нас звук пианино, и мы к нему можем добавить, к примеру, струнные. Удерживаем функцию и нажимаем одновременно на клавишу, которая соответствует выбору пианино и струнных. Также можете смешать различные сочетания: электрофону со струнными, орган с пианино, как угодно. И еще очень удобная функция Duet Type. Когда мы ее нажимаем, клавиатура делится пополам, при этом регистры смещаются. Очень удобно для занятий с преподавателем. Сейчас покажу почему. Когда один человек показывает, что нужно сыграть, второй человек, играющий выше по клавиатуре, играет в том же регистре. Выключаем функцию. И у нас обычное расположение октав. Bright Piano. Pipe орган.
3 варианта звучания электрофано. Струнная. Звук клавесина. Джаз-орган. И очень важная функция — педаль тейп. Вы можете использовать в связке SP34, это блок из 3 педалей, и педаль SP3H, это просто обычная кнопка. При этом запрограммировать их так, как вам это нужно. Первая раскладка для модуля SP34 — это стандартная настройка по умолчанию, то есть вы включили инструмент, подключили модуль, и на правой крайней педали Sustain, средняя педаль Sustainata и левая педаль Демпфер. Второй вариант настройки — это правая педаль Sustain, средняя педаль запуск и выключение метронома и левая педаль управления записью. А педаль SP3H вы можете настроить как Sustain, запуск метронома, управление записью и нажатие на кнопку «Функция», что на самом деле очень удобно. Вот в этой связке, как я говорил, SP34, когда настроена по умолчанию, то есть Sustain, Sustainata и Демпфер, а педаль SP3H настроена как нажатие на кнопку «Функция», у вас получается полностью развязанные руки. Вы играете, в определенный момент нажимаете на SP3H, и при этом можете выбрать, допустим, инструмент, либо запустить метроном, выбрать транспозицию, все что угодно. По-моему, это замечательно. Ну и также точная настройка педалей. Сцепление, тормоз и газ. О, блин, эти педали смотреть не могу. У меня нога болит. Ну вот, как бы отжимаешь сцепление, включаешь скорость, тихонечко отпускаешь сцепление, подгазовываешь и поехал. Потом снова чик, сцепление, чик, поехал. Да? Методика от Тёмы. Да.